ужасно. Вах, какая красотка! Это просто невероятная боль. Все время думают только о себе. Друзья, с вами Арт Патруль, и это первый выпуск 2019 года. И мы пришли с вами в Манеж, чтобы познакомиться с творчеством двух величайших мексиканских художников Диего Ривера и Фрида Кало. Но не только их творчество стало достоянием Мексики и всего мира, но и их история любви. И сегодня мы с вами с ней познакомимся. Погнали! Друзья, добро пожаловать на выставку Фрида Кало и Диего Ривера. И в это интересное путешествие мы сегодня отправимся не одни. С нами будет прекрасная Анастасия Постригай, искусствовед, основатель школы популярного искусства Поп Арт. Настя любезно согласилась. Спасибо большое тебе за приглашение. С большим удовольствием прогуляюсь и с тобой, и с твоими зрителями по этой долгожданной выставке. И мы посмотрим, как развивались отношения великой Фриды и сильного, импозантного Диего Ривера. Погнали в Мексику, друзья! Но очень важно, смотрите видео до конца, и в конце вас ждет огромное количество разных призов и подарков. Друзья, на самом деле очень интересно создана выставка, потому что когда ты заходишь, выставка сразу делится на две части. Синюю – это Диего Ривера, и красную, бордовую – это Фрида Кало. Но когда ты заходишь, сразу же мы видим самую знаменитую работу Фриды, которая называется «Сломанная колонна». Это уже позднее ее творчество. Это женщина, которая настрадалась, которая изображает себя в виде персонажа. По центру ионическая колонна, которая рассыпается на наших глазах, и только железный корсет сдерживает эту колонну. В своей жизни она испытала столько боли, она проносила 28 корсетов в своей жизни. Однажды она даже 3 месяца была подвешена в определенной такой железной конструкции с мешочками, чтобы как-то ее позвоночник смог выправиться. И здесь она также, посмотрите, изображает себя в виде великомученицы. Она делает такую отсылку к образу святого Себастьяна. Обратите внимание на гвозди, которые пронзают ее тело, а также вот эта вот белая плащаница, которая отсылает к образу Христа. В ее искусстве она очень часто делает параллели с христианскими образами, таким образом показывая себя как мученицу. Вообще история Фриды Кало как художника началась очень трагично, потому что в 1925 году Фрида попадает в аварию. Трамвай врезается в автобус, в котором едет сама Фрида. И эта травма, она получила серьезную травму позвоночника. Да, у нее было три сломанных позвонка, у нее были сломаны все ребра, 11 переломов ноги, сломанная ключица. Еще многочисленные переломы, и самое страшное, что ее живот и матку проткнул поручень железный. И, соответственно, из-за этого у нее были большие проблемы с репродуктивной функцией. Но самое, что удивительное, что Фрида не брала кисть в руки до 18 лет, то есть до аварии. И именно попав в аварию, и когда Фрида находилась в больнице, ее отец сделал ей мольберт навесной, и она все свои эмоции, все свои, весь свой негатив выплескивала на холст. Любовью всей жизни Фрида Кало стал Диего Ривера. Диего и Фрида и Диего – это неотъемлемые части друг друга. Фрида однажды сказала, что в моей жизни было 2 аварии. Первая – это автобус, а вторая – это Диего. Диего старше Фриды на 20 лет. На 20 лет, друзья. И когда Фрида родилась в 1907 году, Диего уже был
художником, живописцем, он уже начинал получать свое признание. И вот эта картина, она именно 1907 года, то есть она написана в год, когда родилась Фрида Кало. И это автопортрет, вот можете видеть, Диего здесь 20 лет. В 1907 году он был еще таким симпатичным молодым человеком. Когда они познакомились с Фридой, он уже был довольно-таки большим без весом. пуза, видите, еще да. молодой. Он был уже не таким красавцем, далеко не таким красавцем. И все теряются в догадках, что она в нем нашла. Но он действительно обладал какой-то невероятной харизмой. Женщины все сходили по нему с ума. Импозантностью. Да, до Фриды у него было много уже женщин и несколько официальных жен, но Фриду это не остановило. Она влюбилась в него, и через 2 года после знакомства они поженились. Вообще, я когда смотрю именно на живопись, на искусство Фриды Кало, у меня реально иногда мурашки, потому что это откровение. Это откровение не У каждый тебя, у способен. молодого человека мурашки, а сколько мурашек у женщин, тем более мам, которые понимают ее боль. Из-за того, что в аварии она повредила себе таз, у нее не было возможности выносить ребенка. У нее было много попыток, у нее было несколько выкидышей. И это, по-моему, ее второй выкидыш, который случился во время их путешествия в Америку. И здесь она изображает себя на постельной койке. И эта работа, так называемая ретабло. Это работа, описанная по традициям мексиканским, в принципе, да, и в православии тоже есть подобные традиции, когда изображается какое-то событие, какая-то трагедия, да, или исцеление, и обязательно там должен в этой работе присутствовать святой, который знаменовал выход из этой сложной ситуации. А здесь мы давайте рассмотрим, что изображено. Работа очень символичная. Да. И работа, Да. которая повествует о огромной боли, об этом страшном событии в жизни художницы. Здесь изображение малыша, которого она потеряла. Здесь изображение вот этого тазовой части, да, который символизирует как раз вот этот орган, который не работает. Это цветок, который подарил ей Диего. Опять же, здесь вот изображение репродуктивных органов женских. Улитка – это как время, которое тянется, бесконечно тянется. Видимо, она так чувствовала себя, да, когда лежала на этой постельной койке, и время оно проходило через нее и никогда не заканчивалось. Да, вот это вот мучительное ожидание, когда она покинет эту больницу. И вот этот предмет, механический какой-то, да. Что вся жизнь механизм. Нет, у нее вот этот механический предмет присутствует во многих работах, да. Он как раз является символом вот этого предмета, который проколол ей ее тазовую часть. Он всегда присутствует у нее. Из одной работы гуляет другую работу, считая, как символ вот того, элемент, что который причинил, в автобусе, что вот этот поручень, да, что причинил ей очень сильную боль. И давайте посмотрим, где здесь святой, который решил эту ситуацию, да, кому, да, посвящено это все, в чем здесь смысл вот этого ретабла. Его здесь нету по причине того, что нету исцеления, нету выхода из этой сложной ситуации. Она здесь одна, со своей проблемой, со своей болью. Диего тогда был очень занят заказами. Ему было не до переживаний жены. Она в незнакомой стране, она изгой. В этой стране, в Америке, да, где все хотят казаться кем-то, да, а она уже сама себя она self-made woman, ей не нужно быть похожей на кого-то, да, она сама такая по себе, но ее не принимает круг Диего, не принимает общество, плюс вот эта трагедия, и уже тогда в их отношениях появился невероятный надлом, который с каждым годом все усугублялся и усугублялся. Да, Фриде было очень трудно с Диего. Диего, да, был очень любвеобильным мужчиной. Все женщины сходили по нему с ума, не понимая, почему с его-то комплекцией, но есть такая харизма в нем какая-то. И, к сожалению, в плену его харизмы оказалась сестра Фриды. Она знала об изменах своего мужа с другими женщинами, но вот эта боль сразила ее просто до такого состояния довела, что она была в полном опустошении. И как раз в этом состоянии она пишет вот эту знаменитую работу, всего пару царапин, всего несколько царапин.
Она вдохновилась газетной, Да, там был газетной репортаж. статьей, да, Да. где рассказывается, что женщина изменила своему мужу. Он ее убил. Он ее убил, да, а на суде сказал, да, ну что, я все это лишь пару царапин, да, пару уколов сделала ни и при чем. так далее. И как раз вот эта циничная фраза, она здесь написана вот на этом полотне, который поддерживают две голубки, одна черного цвета, другая белого. И здесь вот эта женщина с истерзанной плотью, а рядом стоит мужчина, который так похож на Диего. И Фрида что сделала? Чтобы усугубить вот этот эффект кровавый, она красной краской измазала раму, Багет, раму, багет, да? и еще нанесла несколько уколов ножом. Обалдеть. Специально, Слушай, да, вот Настя, такой это вообще не интерактив знал этого. такой. То есть, когда живопись переходит уже в пространство Слушай, рамы, точно. это такой уровень. Подобный есть прием у Верещагина в его работе «Апофеоз войны», который висит в Третьяковской галерее, где также пространство картины переходит в раму. Фрида, когда попала в аварию, легла в больницу, отец сделал ей мольберт толстый, она начала писать. И вот здесь она как бы вот этой вот рвотой, тошнотой, она выплескивает Да, как да. бы на холст вот эту вообще всю ненависть. У нее столько было на поверхности этой боли, да, даже вот эти корсеты, которые ее сковывали, это настолько болезненно для женщины, потому что на корсет, вот вслушайся в это очень важно для женщины. Нельзя надеть платье. Женщинам нравится носить платье, ей хочется быть красоткой. У Диего эти бесконечные женщины, которые его соблазняют, или он их. А она лежит закованная в корсет и не может дать ему любви. Она даже не может нарядиться в платье. Это просто невероятная боль. Да. Мы подошли к работе, которая называется «Покойный Димас», так как Фрида очень любила детей, очень хотела детей, но не имела возможности, она часто изображала в своих картинах детскую тему. Но, к сожалению, часто вот именно в таком ракурсе. Мертвые дети – это, конечно, тяжелое зрелище, но это очень важно сейчас зафиксировать, что это традиция изображать мертвого ребенка. После того, как родители потеряли свое дитя, часто заказывали портрет этого ребенка, чтобы запечатлеть его навсегда в памяти. Эта традиция была очень популярна в XIX веке, как и в Мексике. То же самое, например, было в викторианской Англии, когда уже изобрели фотографию. Мертвых детей специально одевали, ставили на специальные распорки и фотографировали в семействе, ставили живых детей рядом и вот так вот позировали. Такая работа – это пример вот этой традиции. Этот мальчик был сыном ее любимой служанки. И, по-моему, Диего даже был его крестным, этого мальчика. Возможно, да. И она очень любила эту работу. И на первой своей персональной выставке показала именно ее. Эта работа с 45 года, и Фрида здесь изображает себя в окружении своих любимых питомцев из-за того, что она была одинокая. У нее не было детей, она окружала себя обезьянками, собачками, у нее была огромная коллекция кукол. И последние годы своей жизни она буквально рассыпалась на глазах. Операция за операцией, корсет за корсетом. Она начала пить. Она начала употреблять алкоголь. Она не могла заснуть без морфия. Да. Она в какой-то момент стала очень сварлива. И ее служанки, они буквально бегали от ее кровати, потому что она лежала и раскидывала все вещи вокруг них и изрыгивала ругательство. Но стоило только прийти Диего, она становилась, радостной, приветливой, веселой и так далее. Немногие знают Фриду именно такой, когда она уже стала такой сварливой женщиной, которая не может больше вытащить себя из этой бесконечной боли.
Так интересно, что в этот момент Диего стал именно таким мужчиной, о котором она мечтала всю свою жизнь. Он стал нежным, он стал заботливым, он стал ласковым. Именно в конце. Именно в конце жизни, да, когда она стала беззащитная. Может быть, опять же, минутка психологии, она была настолько воинственная, такая вот сильная женщина, что она просто, не давала ему почувствовать себя рядом с ней мужчиной, и он искал как-то, не знаю, эту возможность на стороне. А как только она совсем стала слабая, да, он почувствовал возможность заботиться о ней. И это, с одной стороны, страшное время в ее жизни, когда она пала духом, с другой стороны, это то время, когда она действительно была счастливая как женщина. И как раз вот этот период показывает вот эта знаменитая работа, которая является также жемчужиной этой экспозиции. Я иногда, когда болею и вынуждена в кровати находиться 2 дня, я уже схожу с ума. А здесь месяца, годы, проведенные в ограничениях физических. И при этом еще что-то создавать. Конечно. Понимаешь? А ты представляешь, если ты еще горячая мексиканская женщина, в которой бурлит страсть. Да. Это очень тяжело. Не представляй себе, что ты Я- горячая мексиканская женщина, в Не, которой я бурлит не страсть. Но если ты хочешь стать горячей мексиканской женщиной, в которой бурлит страсть, тебе нужно сделать Я могу первое, хотеть, что... нет, я не хочу стать, я могу хотеть горячую мексиканскую женщину. Точно, да. Вот Так скорее вот, она так. должна выглядеть именно вот таким образом. Коса, которая укладывается на голову, обязательно в нее должна быть вплетена очень яркая лента, и все это композиция украшена цветами, причем обильно. Много-много-много бус. И одежда с очень яркими цветами, с контрастными сочетаниями, с геометрическими принтами, и обязательно брови, которые срастаются на переносице и которые подчеркивают твою индивидуальность. У нее еще были усики. Подожди, а вот эти брови, то есть это было сделано специально? Они Это у нее было так росли. Даже если бы я хотела бы, чтобы у меня были такие брови, я бы не смогла бы это сделать, Ничего- потому ничего что страшного. они у меня вот тут Ты не очень срастаются. красивая, тебе круто Спасибо. повезло. Я- Нет, Фрида, кстати, я да, хочу тебе сказать, что она- Фрида на самом деле красивая женщина. Вот если бы я увидел женщину здесь, в России, с такими бровями, честно тебе скажу, я бы не понял. Но смотря на ее портреты, вот это какая-то сила, в ней это как-то естественно смотрится. У меня Жизнь- история из моей жизни. Я читала лекцию, посвященную Фриде, и читала ее в образе. У меня были вот такие вот брови, Да. и немножечко усиков, и вот эти Да. вот эта вот вся коса и так далее. И я закончила мероприятие, и мне нужно было скорее бежать домой, потому что я тогда кормила своего первого сына. И я не сняла с себя грим. И ехала таким образом в такси. В такси подъезжала к дому, и там такая пробка, да, нарисовалась. Мне нужно было быстрее домой отпускать бабушку. А Я там вы- такси, Я «Девушка!» выбежала из такси и пошла к тем машинам, которые впереди. Вот так вот наклонилась с этими своими бровями, и мне таксист говорит: «Вах, какая красотка!» И я понимаю, Реально? что я забыла смыть эти брови и усы. Друзья, ну и конечно мы с Настей не можем пройти мимо этого, не побоюсь этого слова, грандиозного полотна Диего Ривьеры. Здесь изображается вторжение американских войск в Гватемалу в 1954 году. И написана эта картина в 1954 году. Американцы, как всегда, пришли. Видишь, время идет, но есть вещи стабильные. И американцы пришли со своей демократией. И вот результат. Мы видим президента США Эйзенхауэра, который они ликуют. Картина называется «Славная победа». И вот именно вот эта вот ирония славной победы, потому что посмотрите, сколько лежат трупы детей, обычных гватемальцев, которые ни при чем. И очень интересно показана знать Гватемалы, которая уже как бы дает руку Эйзенхауэру и вот все протягивает, то есть приняла, так скажем, он уже принял американскую сторону. Он понял, с кем нужно быть. И самое интересное, что эта картина вообще первый раз
показывается в России. Потому что в 1954 году Ривера написал эту работу, а уже в 1956 году, спустя 2 года, он подарил эту работу Союзу художников СССР. А уже из Союза художников СССР эта работа пошла в коллекцию Пушкинского музея. И эта картина принадлежит нам. И ее ни разу не показывали, и специально для этой выставки ее достали из запасников. И говорят, что когда ее сюда привезли, она сутки привыкала к влаге манежа. И вот что получилось. То есть 3 метра в длину, 5 метров в ширину. Но что самое интересное в этой картине, что эта картина, она с 2 сторон. Диего начал писать сначала с этой стороны, и он почему-то бросил, непонятно почему, и уже сделал с другой. И самое главное, что Мексика, она просто мечтает, по крайней мере, в тех источниках, которые я изучал, мечтает вернуть эту работу, потому что она считает, что это вообще достояние. Но для меня эта работа реально фантастическая. Но Пушкинский музей пока... Имеет право. Имеет право, да. Диего в России был дважды. И первый раз он приехал в 1927 году на 10-летие Великой Октябрьской революции. И второй раз Диего вернулся в Россию, но уже по более печальному поводу. В Мексике у него обнаружили рак. И Советский Союз предложил свою помощь. Москва, была нужная клиника, которая проводила ему лечение. И Диего прилетает в Москву, возвращается в свою любимую страну, как он говорил, и ложится в больницу. И вот именно в этот период он смотрит из окна своей палаты, и он делает зарисовки. Он делает зарисовки всех. Он делает зарисовки женщин, которые метут территорию больницы. Он делает зарисовки детей из окна. А самое интересное, что именно в этот момент в СССР готовился запуск первого спутника. И именно поэтому, Диего сделал одна из самых знаменитых его работ. Эта картина называется «Мальчик-спутник», «Ребенок-спутник». Лев Троцкий, когда, как мы все знаем, он сбежал из СССР из-за того, что были разные у них, так сказать, взгляды с Иосифом Сталиным. И он переехал в Мексику. Троцкий был убит в Мексике ледорубом. Ну и ладно, не будем о грустном. И говорят, что Фрида и Троцкий, что у них был настоящий роман. Что значит говорят? Точно был. Хорошо. Самое страшное в этой истории, что семья Троцких только что недавно потеряла сына. И они как горошка с морковкой в баночке жили. У них были потрясающие взаимоотношения. Но стоило ему приехать в Мексику и встретить вот эту барышню, все эти отношения, которые его объединяли с его женой. Да, и вся эта боль, от потери сына, все, что должно было еще больше их сплотить. Все в один момент куда-то улетучилось, потому что появилась она. И это, конечно, ужасно. Но она же сама всегда страдала от того, что Диего ей изменял. Как она могла взять и вступить в этот любовный треугольник? Улавливается. Как? То есть вообще в этой всей истории никто о других людях не думал. Все время думают только о себе. Но главное, знаешь, что интересно, Настя, что на самом деле, насколько Фрида должна была манить к себе, насколько она обладала этим шармом, что лучшие мужчины с ней были, да? Это же не просто мужчины. Диего Ривера, вообще один из самых значимых художников Мексики и революционеров и так далее. Лев Троцкий. То есть у нее получалось сражать именно сильных мужчин. Она тоже была очень харизматичная. Несмотря на то, что у нее одна ножка была сухая из-за полиомиелита, я не думаю, что она была супер-мега-пластичная, потому что постоянное ограничение в движении из-за болей в позвоночнике и так далее. Она курила, ругалась матом, жестко ругалась. В общем, нормальная девчонка. У нее были усы и брови.
но при этом она была просто невероятно сексуальна. Диего остепенился к концу жизни Фриды, когда он почувствовал, что он ее теряет. Он начал больше, он перестал изменять. Говорят, что я даже слышу, что он отказывался от заказов на росписи, потому что он все время проводил с ней. И вот спустя год после смерти Фриды он пишет в ее же стиле ее портрет. Обрати внимание, это как будто сердце. Это два сосуда, из которых выплескивается венозная и артериальная кровь. И он скучает по ней, он тоскует по своей Фриде. И все равно, несмотря на то, что он подстраивается под ее стилистику, чувствуется здесь именно мужской характер. Да? Да. Ощущаешь, да, что это написано не женщиной, что это мужская рука. Да. И самое интересное, что Фрида говорила, что Диего ее отец, Диего ее сын, Диего ее любовник, Диего ее брат. И так по сути оно и было. И когда она умерла, Диего пережил ее всего лишь на 2 года. Ну, у него был рак, но мне кажется, здесь еще одна важная причина, когда люди двое одна плоть, как я уже говорила, да, цитата из Библии. Когда кто-то из этого тандема уходит, второй участник очень быстро угасает и также покидает этот мир. Ну что, друзья, вот и закончилось наше путешествие по маленькой Мексике или по большому манежу. И мы просим вас в комментариях рассказать свою историю любви. Хотя неважно, свою, не свою, может быть, от каких-то незнакомых людей, Историю любви ваших каких родителей. художников, архитекторов, Кого кого угодно. Главное, чтобы эта история любви тронула наше сердце. И самое главное, как мы и обещали, мы разыгрываем для вас призы с Фриды Кало. Яркая история любви, которая нам с Настей больше всего понравится. Мы подарим книгу, авторскую книгу Анастасии Постригай «Влюбиться в искусство» от Рембрандта до Энди Уорхола с автографом самой Анастасии. Я ее уже практически всю прочитал. Книга супер. И хорошая новость, я реанимирую свой канал, потому что я забросила YouTube свой в связи с тем, что я стала мамой во 2-й раз. Я была не в форме, немножко была большая. Сейчас я опять вернулась в свои 57 килограмм и готова рассказывать об искусстве на простом, доступном языке. Поэтому, если вам интересно, пожалуйста, подписывайтесь друзья, на него. Вот ссылочка, подписывайтесь на канал Насти Постригай, любите искусство и будьте счастливы. Друзья, сейчас мы проведем небольшой эксперимент, рубрику «Как угодно называйте». Мы будем подходить к мужчинам и спрашивать, как они относятся к Фриде Кало как к женщине. И мы будем подходить к женщинам и спрашивать, как они относятся к Диего Ривьере как к мужчине. Погнали. Девушка, здравствуйте. Не провинулась, только пришла. Я вот что на любителя. Как он себя вел именно по отношению к Фриде? Как все современные мужчины. Как вы относитесь к Фриде Кало? Не мое. Это не ваше, я понял. Она тоже не в моем вкусе. Думаю, что он творческий человек, и поэтому им всем свойственно такое поведение. Вы говорите по-русски? Ну, возможно, можно сказать, что это сильная любовь. Ну, я поняла, что она многократно ему изменяла. Блин, вы точно патруль это какой-то... 100%. Думала, что они были всегда вместе, ну, в смысле, как бы официально. У них был один брак, а оказывается, что они Да, на протяжении два. жизни там даже, по-моему, 2 раза разводились, Да. 3 раза сходились. И- Потеря ребенка и ни Да, одного. это очень печально. И вот эти картины, которые посвящены этому печальному событию, тоже меня так впечатлили, конечно. Слушай, не знаю, если бы был вот такой конкурс, то я бы отдал тебе 1-е место за схожесть с Фридой. Просто я считаю, что ты победительница, просто украшение этого выпуска. Ну а как они тебе как художники?
Очень впечатляет, очень самобытно, необычно. Я причем совершенно не знакома с этой культурой, а теперь для меня это большое открытие.